Я даже не знаю, как сейчас начать вообще об этом говорить. В общем, этот ролик будет абсолютно не веселый. В этом ролике я вам расскажу о том, как мы с Юрой. Вот видите, и я даже забыла с вами поздороваться, прикиньте. Всем огромный привет, и с вами Аня, и сегодня мой ролик будет не самый прям веселый. Сегодня вы узнаете полную историю того, как мы попали в аварию в Польше, что вообще было, как мы справились и в целом вообще всю историю, что сейчас вообще с нашим автомобилем и так далее. Поехали! И не обращайте внимания, что я такая сегодня красивая, просто у нас сегодня с Юркой праздник, и сегодня мы идем потом в ресторан. У нас сегодня 7 лет отношений. Но вернемся к теме ролика. В общем, все это произошло где-то, сколько это получается, сейчас конец марта. Это произошло 1,5 месяца назад, 16 февраля. Мы поехали с Белостока в Варшаву на концерт комика, стендапера Руслана Белого. И, в общем, на обратном пути приключилась такая история, что на дороге оказалась птица. Ехали мы уже поздно довольно, было 23, 50, это прям стопроцентное время аварии. В общем, на дороге оказалась птица, и Юрка вывернул руль влево. Я тут скажу сразу. Пожалуйста, не пишите тут мне никаких советов, ни мне, ни Юре, как нужно было поступить, что при всех этих, так скажем, обстоятельствах ни в коем случае нельзя крутить руль влево и так далее. Все это понятно. Все мы, знаете, ребята умные до тех пор, пока это не произойдет с нами, с вами, с нашими близкими. Поэтому, пожалуйста, оставьте все это при себе. Вот, я думаю, что в целом все как бы понимают, что в стрессовой ситуации мы можем знать вообще абсолютно всю информацию, но мы, вот уже в стрессе этом, мы не знаем, как мы по факту отреагируем. И, в общем, руль вот влево был вывернут, он, получается, вывернул влево, и сразу же он его выровнял. Нет, точнее, он его влево выкрутил, и он уже потом этот руль выровнял. Но скорость была 120 километров в час, понимаете, да, что происходит с автомобилем, и еще, оказывается, была немножко скользкая дорога. Я вообще о таком, кстати, не знала, что есть лед черный. Вот, что, типа, такая история, что он тебя абсолютно не заметит на дороге. В общем, что произошло? Нас стало крутить, мы стали ударяться в отбойники, ударились в левый отбойник, ударились в правый отбойник, и автомобиль остановился. Первое, что я сказала Юре, что так, давай, все, выходим, потому что вдруг еще машина может загореться. Я это знала из всяких роликов. В общем, мы вышли, к счастью, с нами все в целом было нормально, то есть удар был довольно сильный. Я здесь где-нибудь вставлю, что вообще произошло с автомобилем нашим. Вот, удар был сильный, но он, к счастью, пришелся на перед автомобиля и на зад автомобиля. В общем, к нам он особо не дошел, к счастью. И знаете что? У нас даже не сработали подушки безопасности передние. Я не знаю, как вообще это возможно. Но произошла такая вот история, что они не сработали. Есть тут разные версии, что поскольку мы там как-то ударились снизу, то вот эти датчики, они, получается, не среагировали или что. В общем, тут информация не полная, мы, то есть, ответа не знаем на этот вопрос. У меня сработала одна только моя вот тут боковая подушка, но
Я вообще в моменте вот этого всего, я вообще щелкала в телефоне, я даже не смотрела на дорогу, и я вообще не поняла, что происходит. Я просто уже потом, ну, сижу, получается, в телефоне, поднимаю глаза, ну, уже когда вот мы уже крутимся, когда вот это все, все, что я сказала, это было просто и все, и там уже раз удар, два удара, три удара, и я, кстати, даже не помню, было два удара или три, я только помню вот это, знаете, до первого удара, что было, но оно, в принципе, и объяснимо, что оно все стирается, вот эта вся история, что было уже после. В общем, мы вышли. Ну, конечно, у нас был шок. Я сейчас вот об этом как бы вспоминаю. И вот было еще, кстати, холодно. Было -10. Или даже -11. Было прям очень холодно. И я еще была одета, знаете, так, типа, не слишком тепло. Знаю, что у нас будет концерт, знаю, что мы все-таки на машине. Мы вышли, мы просто офигели, мы просто стояли, вообще типа вообще не понимали, что делать. Мы отошли в бок, конечно же, ну, чтобы вдруг там нас еще, знаете, не сбили проезжающие автомобили. Это все-таки трасса. Потом мы вспомнили про мой телефон. Я сказала Юре, что он у меня отлетел, и он влез, получается, в автомобиль за ним, и мы уже увидели, что мой iPhone вызвал 112, и Юра уже общался с вот этой женщиной на линии, вот, он сказал, что у нас такая произошла авария, вот там-то, там-то. Вот, у нас, ну, конечно, спросили, нужна ли нам скорая, вот, мы сказали, что нет. Ты в целом понимаешь, что все с тобой в целом нормально, но что именно с тобой, непонятно. Вдруг, знаете, есть какие-то внутренние кровотечения и все такое. Вот, а у нас был шок, и нам казалось, что с нами просто вообще все супер, все просто идеально, что не может быть ничего плохого с нами. Приехала полиция, но она ехала где-то еще минут 15, на улице было очень холодно. К счастью, великолепные поляки, вот я, кстати, очень обожаю поляков, и я их очень уважаю. Я знаю, что тут у меня есть поляки-зрители, я просто вас обожаю, вы просто крутые, вы самые лучшие. Стали восстанавливаться люди. Стали спрашивать, нужна ли нам какая-то помощь, там, может, скорую там вызвать, полицию. Было 2 парня, которые остановились на своих 2 автомобилях. Один стал спереди автомобиля, второй стал сзади. Чтобы проезжающие автомобили сзади, так скажем, ориентировались на аварийки вот эти. И не знаю, я вот до сих пор, ну вот именно прям на 100% я не знаю, для чего они это сделали, но это было очень классно, что они остались с нами, получается, до приезда уже самой полиции, и мы грелись у них в машинах, потому что мы очень замерзли. День был, еще раз повторюсь, очень холодный. Вот, ну, они, конечно, нас спрашивали, что там, как там, ля-ля, тра-ля, помогали убирать все, что осталось от автомобиля с дороги. Потом приехала полиция. Мы попросились сесть к ним сзади, потому что было реально холодно. Я вообще не понимаю, что было бы с нами, если мы просто бы стояли бы, так долго ждали бы этот эвакуатор. Мы что-то, если честно, не надумали про эвакуатор, что его необходимо вызвать. У нашего автомобиля оторвалось колесо, понимаете, да? Какой был удар сильный. Что касается полиции, вот, они сначала, конечно же, спросили, нужна ли мне какая-то помощь скорая, и я сказала, что нет, и потом меня попросили дать свой какой-то документ, который подтверждает мою личность, ребята. А я такая, да, так, мам, побыт. Ну,
что у меня есть, получается, ВНЖ. И потом я открываю свою сумочку, опять же, ее пришлось отыскивать. И я вспомнила, что у меня нету папы-то с собой. Но, к счастью, просто к великому счастью, у меня были права с собой водительские. Так что вот я им все это предоставила, все. Мы с ними, короче, посидели в автомобиле, вот, они там все, получается, оформили, вот это ДТП, все вот эти бумаги, вот, они вызвали свой эвакуатор в городе рядом. Все это, короче, произошло рядом с Замбрувом. Вот, и тут где-то вот Белостока 50-60 километров. Мы, получается, столько мы не доехали. Весь путь, получается, с Варшавы до Белостока где-то 200, наверное, километров. И вот мы 50 не доехали. Вот, нас все оформили, потом приехал эвакуаторщик, и вот уже, получается, уже он автомобиль наш этот затащил на эвакуатор. Было, знаете, я вообще, вот я сейчас анализирую именно свои эмоции. Я понимаю, что я была настолько в шоке, что я вообще даже не знаю, что вам сейчас сказать. Это просто ужас. Не дай бог, знаете, никому там, даже своим врагам, вообще никому вообще пережить эту вот историю. Я просто была в шоке вообще, что вообще произошло. Мы были на концерте, он был очень классный, мы ехали обратно, обсуждали свои какие-то планы на жизнь, цели, и вот тут бампс, и вот авария это. И мы, получается, оказываемся без автомобиля, там сразу уже стало понятно, что все, автомобиль, уже у нас его не будет, так скажем, восстановить его можно было, но это было бы дороже, чем стоит сам этот автомобиль, то есть это было абсолютно бессмысленно. И если бы мы еще были бы в Беларуси, то там это еще бы имело смысл свой, зная, что там эти автомобили, ну, BMW 2000-х годов, они еще ценятся, что вы понимали разницу, если здесь подобный автомобиль стоит где-то $2000, в Беларуси он стоит 5-6 тысяч долларов, вот, то есть там еще, конечно, имелся смысл этого восстановления, но точно не в Польше. И, конечно, стоимость еще тоже ремонта. В Беларуси тоже все услуги стоят дешевле, тут они стоят дороже. И вот просто осознавая, что вообще с нами это произошло, я вообще, знаете, я вот тот самый человек, который часто о чем-то переживает и тревожится. Я всегда боялась вот подобных историй. Я не люблю перелеты на самолете. Абсолютно. То есть я их боюсь. Я думаю, блин, а вдруг что? А вдруг что-то произойдет? Вдруг разобьемся? Ну, это классические мысли переживательные. И вот всегда мне все говорили: Анька, что ты переживаешь? Самолет — это самый безопасный вид транспорта. А вот автомобиль, вот ты же не боишься на автомобиле ездить? А я, кстати, вот я трасс как будто бы всегда немножко опасалась, но сейчас однозначно это уже, блин, травма. Вот это уже такая травма, что мне уже страшно куда-то представить, что мы так куда-то еще поедем. Ну и вот сейчас, тем более, еще автомобиль у нас. Тот автомобиль уже все, к сожалению, мертв. Но об этом дальше. В общем, я вообще ничего не понимала, я плакала, я очень много плакала там и в машине у этих полицейских я тоже плакала. Кстати, обратите внимание, я сейчас снимаю на свою новую камеру. Надеюсь, что там все хорошо, красиво видно. Обязательно скажите, вообще, есть ли разница вот этой камеры по сравнению с айфоном.
на который я снимала раньше. Возвращаемся к истории. Приехал эвакуаторщик, все, автомобиль, получается, погрузили. Как вы знаете, стоимость эвакуатора в Польше — это сумасшедшие бабосы, сумасшедшие бабки. И был, короче, вариант везти автомобиль в Белосток. Но был нюанс в том, что где бы мы его здесь оставили, автомобиль уже, получается, неисправный, где бы мы его здесь оставили? Его оставить здесь где-то просто на улице, это получается плохо, так делать нельзя, получишь огромный штраф. Далее, у нас тут нету никакого своего гаража и все такое. Поэтому было принято решение, что так будет проще, дешевле оставить этот автомобиль вот в том же Замбруве, вот в том же городе, откуда, получается, полицейские эти были, и откуда эвакуаторщик. Вот, он сказал, что вот у него оставить можно свой автомобиль, и там же у них есть в Замбруве взлом, то есть, типа... металлолом и сборка, там есть автомобили, все вот в том же городе, все там рядом. Поэтому мы с ним поехали, с вот этим эвакуаторщиком и с нашей Бэхой поехали в Замбрув. Он еще, получается, живет еще за немножко с Самбрувом. Вот, оставили там автомобиль, мы были очень замерзшие уже, и он нам предложил пить чай. Мы не отказались, пили чай у вот этого эвакуаторщика дома, у него еще оказалась жена белоруска, чуть с ними, получается, пообщались, и потом нам нужно было как-то добраться домой до Белостока. Понимаете, время 2:30 ночи, нам этот эвакуаторщик говорит: так, может, кто-то вас приедет и заберет. Было бы, конечно же, великолепно. Вот, у нас в то время только были одни друзья с автомобилем, вот, именно те, кто были в то время в Белостоке, остальные, у кого еще есть автомобили, они где-то были в отпуске в Беларуси. В общем, были только вот эти друзья. Вот, и об этом здесь будет отдельная история. Я вот тут прикреплю ролик, это про наших друзей, которые уже наши не друзья, к сожалению, или к счастью, не знаю. Был только вот этот вариант, но как мы уже потом думали, что они бы явно бы за нами, наверное, бы не приехали. Но об этом, да, отдельная история. И, в общем, мы так сказали этому эвакуаторщику, что не, что, типа, как бы некому, поэтому, быть может, отвези нас куда-нибудь на ФЗС-ку, на какую-то заправку, может, там кто-то будет ехать на Белосток, и, ребята, представляете, он отвез нас на АЗС-ку, и там стоял автобус и бусик, автобус ехал до Варшавы, то есть нам этот вариант не подходил, и был бусик с поляком, с парнем, и он ехал в Белосток, представляете, ехал в Белосток, куда нам и нужно было, это просто был шок, и он согласился нас взять, получается, с собой, вот, но он еще, правда, не знал, во сколько ему звонит его начальник, и я так поняла, что он работает, типа, как доставщик, вот, и... Ну, а у нас, получается, выбора не было, поэтому мы сказали, что мы сейчас тогда идем на заправку, там что-нибудь купим, кушать, попить, вот, и, так скажем, ждать, как мы уже поедем в Белосток. И тут где-то спустя, может, минут 5, вот, он вбегает и говорит, что все уже мы сейчас уже поедем. Мы были прям очень рады, зная еще, что у нас дома осталась кошечка, Луночка наша. Все, мы поехали в Белосток, мы даже проехали ту самую злосчастную дорогу, где произошла авария наша. Там остались вмятины. Кстати, вот сейчас вот мне интересно, они там остались или нет. Ну, в плане, если они там сейчас, вот, или нет. Там прям были две большие вмятины. Одна, ну, слева, с одной стороны, а вторая уже дальше.
прям, вот знаете, вот в плане вот была вот такая вот эта история, и она просто вот... Как потом я узнала, что именно вот эти отбойники, они и спасают жизни тем, что они берут на себя вот основной удар, оглощают его. В общем, он нас отвез прям даже к дому нашему, прям оказался очень приятный парень, и опять же поляк просто. Знаете, это была такая история, ну, конечно же, она очевидно грустная, но я еще раз убедилась в том, что поляки просто прекрасные люди. И он с нас даже не взял оплату. Мы думали, ну, что все же там оставим, там ему, может, 50 злотых. Вот. Он сказал, что нет, конечно, нет. Тут вот у вас и так, тут вообще, так скажем, авария, так такая у вас проблема, горе, то нет, я с вас уже брать деньги не буду. Главное здоровье и все вот это. Вот он нам, получается, всего самого наилучшего пожелал, и все. Мы, короче, сошли домой. Где-то было, наверное, часов 5-6 утра. Кормили кошечку, конечно же. И тут, знаете, наш шок стал отходить. Кстати, еще нужно тут добавить, что в то время, как мы были в автомобиле полицейских, помимо эвакуаторщика, еще приехали получается, эвакуаторщика пожарные. И они там тоже там что-то выпали песок, там, где, получается, пролились в автомобиле всякие там масла и другие жидкости. Вот. В общем, как мы уже здесь оказались дома, у нас уже шок стал проходить, и знаете, я стала уже ощущать, что что-то мне болит, сильно болит плечо, шея и спина в целом. И тут я уже потом прочитала в интернете, вот именно в то время, и узнала о том, что бывают внутренние травмы, и все же, что стоит поехать в СОР. СОР — это типа отделение скорой помощи, чтобы нам там все-таки провериться, чтобы в целом узнать, все ли вообще с нами в порядке. Поэтому мы поехали в СОР. Тут я уже длинно уже вам тут, так скажем, уже вещать не буду. Все прошло довольно быстро, довольно, так скажем, оперативно. Нам сделали рентгены, нам сделали КТ. КТ, кстати, я вот, наверное, всей спины сделали КТ, рентгены там рук, ног, всего такого, что самое, получается, у нас болело. Вот. По итогу нам сказали, к счастью, что все с нами хорошо, что у нас все цело, все кости здоровы, все там супер, целые. И вот, все, поехали мы домой. Конечно же, мы всю ночь не спали, поэтому мы просто очень быстро отрубились спать. Ну вот, в принципе, и вся история. Уже потом там Юра поехал уже поставлять свой автомобиль на взлом вот этот. Просто копье предложили за автомобиль. Да, автомобиль все-таки был не новый, вот, он, получается, у нас был 2001 года, BMW E46, вот, и как мы поняли, здесь уже все, уже автомобили уже старые вообще никак не ценятся, то есть там за эту машину предложили 850 злотых, но... И на том спасибо. Но чтобы вы вообще знали, эвакуатор с места аварии до вот этого Замбрува нам обошелся в 700 злотых. Понимаете? То есть мы, короче, только отбили этот эвакуатор вот, автомобилем своим. Это, конечно, грустно, но как оно есть. Получается, вот так мы лишились автомобиля. Знаете, вот было прям очень грустно все вот эти дни. Так, уже, получается, пошло с аварии 1,5 месяца. И вот первое время особенно прям остро ощущалось проживание вот этого горя. Мне было так просто грустно, что это произошло типа с нами, что вообще типа как вообще такое произошло, почему, я там думала всякие скрытые, знаете, смыслы, что может это какой-то знак, там что-то изменить в своей жизни,
Но, как мне сказал психолог, нет, Аня, это просто такое случается, это просто такое бывает, и оно может случиться, к сожалению, с каждым. Не дай бог это никому, но мы все от этого не застрахованы, и так просто бывает. И это просто стечение обстоятельств. Холодно, лед, птица вообще, появившаяся вообще непонятно откуда. Изначально Юра вообще подумал, что это котик, вот, но это оказалось все же птица. И, к сожалению, мы не спасли ни автомобиль, ни птицу эту. Вот все, что, получается, произошло, это, так, знаете, такой вот этот инстинкт человечий, ну, какой-то, знаете, инстинкт вот это, что вот ты увидела что-то на дороге живое, и так сложно вот просто проехаться прямо и сбить это, и вот, знаете, вот у многих инстинктивно обойти вот это препятствие, но не получилось, не получилось. И я вот об этом всем думала, о том, типа, кто, что, для чего эта вся история, но правда так просто бывает, все просто так сошлось. И, в общем, все это однозначно грустно. К счастью, все с нами good, мы живы, мы здоровы. Все остальное это, конечно же, мелочи. Вот, автомобиль это всего лишь вещь, и я на 100% уверена, что у нас потом появится автомобиль еще лучше, еще новее. Что касается как бы страховки, если бы у нас было бы каско, но, конечно же, каско на старые автомобили тут вообще в целом не оформляют, то нам бы как бы вернулась бы стоимость ремонта, а так была страховка просто, так скажем, обычная, и вот эта обычная страховка, она только тебя ощущает твою ответственность в случае, если ты в кого-то врежешься, получается, вот, если ты станешь каким-то виновником ДТП с кем-то. Поэтому все в целом нормально, очень грустная история, но она на самом деле, знаете, она все-таки нас с Юрой, так скажем, изменила или вернула отношения во многом и ко многому и к еще людям. Поляки просто проявились великолепно. Ну, я прям очень рада, что вот мы здесь, что мы в Польше, что нас окружают такие люди, которым не пофиг, не безразличные, потому что там столько останавливалось автомобилей, столько автомобилей спрашивало, там, чем вам нужно помочь и все такое. Вот так в целом. Вот такая история. Я вам всем желаю здоровья, счастья, обязательно. Берегите себя, свое здоровье, своих близких, и всем до новых встреч. С вами была я, Аня. Пока-пока. Как моя камера? Тоже обязательно об этом напишите. Мне кажется, она снимает очень даже неплохо. Неплохо. Все. Всем пока-пока. Не унываем. Да, все грустно, но так уже произошло, что уже сделаешь. Придется жить дальше и радоваться дальше. Да, это все же прям такой подарок жизни, жизнь. Потому что все вообще могло, знаете, обернуться намного хуже. Не дай бог, были бы там еще автомобили рядом. Поэтому как есть, так и есть, так и хорошо. Все. Всем пока-пока.